Иран заявил, что нанес удар по американскому эсминцу, пытавшемуся подойти к территориальным водам страны. Трамп уверен, что сделку с Тегераном удастся заключить уже в ближайшие выходные и обещает сразу же уничтожить запасы высокообогащенного урана. Родственницы Путина, идеологи войны, ультраправые из Германии и женоненавистники из Соединенных Штатов. Кто в этом году приехал на экономический форум в Санкт-Петербург? Украинская компания Firepoint опубликовала видео испытаний новой ракеты «Пеликан». Снова за старое? Марко Рубио заявил, что Гренландия является частью Дании, но это пока что. В Албании массовые протесты против строительства курортного комплекса, связанного с фирмой зятя Трампа Джареда Кушнера. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Корпус стражей Исламской революции заявил, что нанес удар по командно-контрольному центру американского эсминца в Оманском заливе. По версии военно-морских сил Ирана, корабль Соединенных Штатов пытался приблизиться к территориальным водам республики, после чего по нему был нанесен удар. Утверждается, что целью стал центр управления и командования, расположенный на борту эсминца. Иран предупредил, что любые будущие действия Штатов будут встречены быстрым ответом. Официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона на данный момент нет. Палата представителей Соединенных Штатов приняла проект резолюции, требующий прекращения войны с Ираном. За документ проголосовали 215 конгрессменов, против 208. В резолюции содержится требование к президенту Дональду Трампу вывести американские вооруженные силы из военных операций с Ираном, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не санкционирует применение силы против Исламской Республики. Однако этот документ не имеет обязательной юридической силы, а носит преимущественно символический характер, выражая позицию против войны с Ираном. Даже в случае одобрения резолюции обеими палатами Конгресса она почти наверняка столкнется с президентским вето. Для его преодоления потребуется поддержка 2/3 голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чего у сторонников инициативы сейчас нет. Между тем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по ядерной программе продвигаются успешно, и соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон рассчитывает взять под контроль запасы обогащенного урана Тегерана в рамках потенциальной сделки и впоследствии их уничтожить. Трамп отметил, что предпочел бы урегулировать вопрос дипломатическим путем, избежав военного конфликта и угрозы для американского персонала. При этом он подчеркнул, что окончательная договоренность пока не гарантирована. Мы предприняли решительные действия по другой причине, поэтому Иран ответил взаимностью. Я слышу, что сами переговоры на самом деле идут очень хорошо. Очень хорошо. Если это произойдет. А может и не произойти. Кто знает. Но если это произойдет, то соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные. На данный момент мы в какой-то не слишком отдаленной перспективе войдем туда. Там очень безопасно. У нас есть космические силы, у нас есть камеры. Все 3 объекта постоянно находятся под наблюдением со всех возможных ракурсов. Если кто-то туда войдет, мы точно увидим, что происходит, и при необходимости уничтожим все очень быстро. Что касается получения обогащенного урана, то бомбардировщики Б-2 выполнили работу так, как никто никогда раньше не видел. Ночью, без луны, в полной темноте, примерно в 1:00 ночи они сбросили эти бомбы. Это были одни из самых мощных бомб, которые только можно представить. Они вошли прямо в вентиляционные шахты. Трудно поверить, что такие технологии вообще существуют. Бомбы следовали по лучу прямо в шахты, и там взорвались. Получить этот материал очень сложно, но я все равно хочу его получить. Однако я не хочу делать это во время конфликта. Я не хочу подвергать наших людей такой опасности. Я помню, какие серьезные проблемы были у Джимми Картера в Иране с заложниками. Я никогда не хотел бы подвергать наших людей подобному риску. Но когда все закончится, на данный момент существует договоренность, что мы войдем туда вместе с ними. Мы заберем этот материал и уничтожим его. Он будет уничтожен. Возможно ли достичь соглашения с Ираном по этому вопросу? Или по открытию Ормузского пролива без прекращения Израилем боевых действий в Ливане? Мы пытаемся разделить эти вопросы. Это совершенно разные вещи. Мы впервые в истории напрямую поговорили с Хезболлой. Мы даже не знали, что они готовы разговаривать. И вчера они согласились не открывать огонь. Израиль тоже не будет стрелять. Сейчас мы просто будем наблюдать за ситуацией. Я хотел бы рассматривать это отдельно, потому что это действительно отдельный вопрос.
В первый день Петербургского международного экономического форума на мероприятии выступили две родственницы Владимира Путина. Младшая дочь Катерина Тихонова и двоюродная племянница Елена Фисенко. Выступление Тихоновой было посвящено импортозамещению в фармакологии. Елена Фисенко в качестве директора по медицине РЖЭД принимала участие в сессии «Здоровье работающих. Новые векторы и решения». Между тем, Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров форума. Набиуллина должна была выступить 4 июня на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» вместе с министром финансов России Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Решетниковым. Набиуллина также исчезла из списка спикеров сессии «Кибермошенничество. Кому платить по счетам?». Прокремлевский олигарх Константин Малафеев и идеолог Александр Дугин во время форума представили несколько сценариев будущего России, в том числе вариант с поражением в войне против Украины. Согласно этому варианту, к 2036 году Украина станет членом НАТО, а Москва проиграет в войне и столкнется с дальнейшим ухудшением отношений с Западом и сокращением влияния на постсоветском пространстве. В то же время прокремлевские идеологи представили и так называемый «хороший сценарий для Москвы». Он предусматривает значительное расширение российского влияния и победу в идеологическом противостоянии с Западом. СВО закончится либо победой России, когда эта победа будет достигнута, либо она не закончится никогда. А что нужно делать для того, чтобы она закончилась победой России? Вот для этого надо собраться, собрать все наши силы, собрать всю нашу волю. Прекратить изображать, что мы мирная страна, которая там отправляется на шашлыки или на летний отдых. Понять, что страна в войне не менее жесткая, как мы были в условиях Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот собраться со всеми силами, мобилизовать общество, народ, экономику по-настоящему, а не отчасти. Наш руководитель же говорит, что мы еще не начинали. Мы еще не начинали, действительно. Вот надо начать. Для того, чтобы эту войну выиграть, надо ее по-настоящему начать. А это значит осознать, что она неизбежна, что она уже идет, и хватит от нее прятаться. В оставшиеся 3 дня посетителей форума ждет еще много удивительного. Выступление Григория Лепса в бане, турнир по кулачным боям и, возможно, визит Эндрю Тейта, главного публичного женоненавистника мира, которого сразу в нескольких странах обвиняют в изнасилованиях и торговле людьми. На форум также прибыли депутаты от ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии», один из которых в прошлом участвовал в неонацистских маршах. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в мероприятии примут участие 20 тысяч человек. После полномасштабного вторжения в Украину число влиятельных иностранных гостей на форуме заметно снизилось. Западные делегации практически перестали посещать мероприятия, а страны глобального юга зачастую посылают туда своих второстепенных представителей. В этом году на форум прилетел и официальный представитель от Соединенных Штатов, и это вызвало настоящее ликование у российских журналистов. Что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимскук. Очаровательная. Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо. Прекрасен форум, нынче как всегда. Инвесторы и прочие коллеги, здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки. Погода нынче чудная. С утра. Украинская компания Firepoint продемонстрировала успешное испытание ракеты FP-7X, «Пеликан», во время которого был выполнен полностью управляемый маневренный полет. Разработка является частью программы Freyja, предусматривающей создание отечественной противобаллистической системы ПВО для перехвата ракетных угроз. Последний тест является одним из ключевых этапов на пути к созданию украинского средства защиты неба. Ракета «Пеликан» рассматривается как перспективный перехватчик, способный в будущем уничтожать баллистические цели. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры с Данией и Гренландией об использовании острова в целях коллективной обороны идут в правильном направлении. Об этом он сказал во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. Во время слушаний конгрессменка из штата Делавэр Сара Макбрайт задала Рубио несколько острых вопросов относительно судьбы острова. Я полагаю, вы знаете, что Гренландия действительно является частью Дании. Пока что.
Что ж, я хочу сосредоточиться на Гренландии. Я присоединилась к двухпартийной поездке в Копенгаген, организованной обеими палатами Конгресса, поскольку администрация, частью которой вы являетесь, стремилась захватить Гренландию. В своей речи в Давосе президент сказал, имея в виду Гренландию, цитирую, «Вам нужно владеть ею, чтобы защитить ее». Господин министр, нужно ли Соединенным Штатам владеть землей в пределах НАТО, чтобы защитить ее? И, честно говоря, мы сейчас ведем переговоры с Гренландией и Данией об использовании территории Дании, а также территории Гренландии для коллективной обороны всех нас. Это ключевой аспект противоракетной обороны, и мы участвуем в этих переговорах прямо сейчас. Так что я думаю, сейчас у нас все хорошо. Но я не хочу публиковать информацию, которая подорвала бы наши переговоры с ними по этому вопросу. Так что, в частности, я не спрашиваю о том, будем ли мы предпринимать больше мер в Гренландии для нашей коллективной обороны. Я думаю, все мы разделяем эту цель, включая Данию и гренландский народ. Но нужно ли Соединенным Штатам владеть территорией в рамках НАТО, чтобы защищать ее? Именно это сказал президент, и это послужило оправданием для этих заявлений и попытки захватить Гренландию несколько месяцев назад. Президент считает, что защищать ее гораздо проще, когда у вас есть контроль, полный контроль над ней. Мы, очевидно, ведем переговоры как с Данией, так и с Гренландией. Сейчас они проводятся ежемесячно. Думаю, в какой-то момент у нас появятся хорошие новости по этому поводу. Поэтому я понимаю, что вы не согласны с буквальными словами президента Соединенных Штатов, и я хочу выяснить... Думаю, он прав. Если мы будем владеть островом, его будет легче защищать. После ужесточения американских санкций Куба временно приостановит операции по картам Visa и MasterCard. Как сообщили в Центральном банке, иностранный банк-партнер, который ранее обрабатывал международные платежи, решил ограничить сотрудничество с островом. Причиной стало расширение санкций Соединенных Штатов, введенных указом Трампа. На фоне санкционного давления Кубу уже покидают иностранные гостиничные операторы, авиакомпании и международные логистические компании, что усиливает экономические проблемы острова. Сейчас мы зачитаем заявление Центрального банка Кубы. 3 июня Центральный банк получил уведомление от иностранного банка, обрабатывающего транзакции на Кубе с использованием карт Visa и MasterCard, о прекращении сотрудничества с Fintimex. Это прекращение напрямую связано с указом, изданным Дональдом Трампом в рамках его стратегии по подавлению кубинского народа. В результате этого решения Куба не может получать доход от продажи товаров и услуг с помощью международно признанных карт, таких как Visa и MasterCard. Установленные способы оплаты валютных операций на Кубе остаются в силе. Наличные, 100% кубинские предоплаченные карты Classica и Tropical, а также другие международные дебетовые карты, такие как Мир и Union Pay. В Китае раскритиковали планы США ввести дополнительные пошлины на импорт из 60 стран и территорий, включая КНР. В Пекине заявили, что торговые разногласия должны решаться через диалог, а не новые ограничения. При этом китайские власти отвергли обвинения Вашингтона в использовании принудительного труда при производстве товаров, назвав такие заявления необоснованными и политизированными. Китай последовательно выступает против любых форм односторонних тарифных мер. Тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон. Торгово-экономические вопросы должны решаться путем диалога и консультаций на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. Позиция Китая по вопросу тарифов остается неизменной. Никакого так называемого принудительного труда в Китае не существует, и мы выступаем против использования этой темы в качестве предлога для политических манипуляций. В центре чилийской столицы, Сантьяго, произошли столкновения между участниками общенациональной студенческой забастовки и полицией. Для разгона протестующих правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Забастовку организовала студенческая конфедерация «Конфек», выступающая против образовательной политики правительства президента Хосе Антонио Каста и сокращения социальных программ. Несмотря на согласованный маршрут, студенты начали шествие от площади Бакедана, что привело к вмешательству подразделений по борьбе с беспорядками. На время протестов были закрыты станции метро и остановлен наземный транспорт. Акции прошли спустя несколько дней после первого обращения президента Каста к нации и стали крупнейшим проявлением студенческого недовольства его политикой за последние месяцы. Мы боремся за сохранение прав, за их защиту не только для нас, студентов, но и для пожилых людей, и для всех, кто нуждается в поддержке и кого государство не может оставить без внимания. Мы снова возвращаемся к дикой диктатуре. Дети пытались выйти на марш, но полиция им не позволила. Учителей травили газом и избивали. Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
набрав 99 голосов и опередив кандидата от Кипра. В своей первой речи он заявил, что организация сталкивается с кризисом доверия на фоне продолжающихся конфликтов, проблем с правами человека и финансовых трудностей ООН. Я хотел бы выразить глубокую признательность государствам-членам Организации Объединенных Наций за доверие, которое они мне оказали. Я принимаю должность председателя 81-й сессии с чувством смирения и уважения. А он вступает в свое 9-е десятилетие в момент, когда доверие к нашей организации испытывается на прочность сразу по нескольким направлениям. Бедствия, конфликтов и войн, от которых наша организация стремилась уберечь будущие поколения, продолжают причинять неисчислимые страдания. Достижения в области развития остаются хрупкими и неопределенными, а в некоторых случаях происходит откат назад. Несмотря на прогресс в сфере прав человека, мы наблюдаем общее ухудшение ситуации с рядом прав и свобод по всему миру, а также сокращение гуманитарного пространства. Все это происходит в условиях усиливающегося давления на многостороннюю систему международных отношений и финансовых трудностей, с которыми сталкивается наша организация. В ООН решительно осудили российские удары по украинским городам. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжарик заявил, что атаки привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры. Генеральный секретарь решительно осуждает последние масштабные ночные, ракетные и беспилотные атаки, осуществленные вооруженными силами Российской Федерации по украинским городам, включая Киев, Днепр и Харьков. По имеющимся данным, в результате этих атак погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе 2 детей. Более 100 получили ранения. А жилой фонд и другие объекты гражданской инфраструктуры подверглись масштабным разрушениям. Мы вновь подчеркиваем, что атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Мы также повторяем настоятельный призыв генерального секретаря к немедленной деэскалации, которая должна привести к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в этом конфликте. Накануне Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив сотни беспилотников и десятки ракет. Под обстрелами оказались Киев, Днепр, Харьков и другие города. В Киеве повреждены жилые дома, автомобили, медицинские учреждения и объекты гражданской инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары и разбирали завалы. Многие жители во время воздушной тревоги укрывались на станциях метро. Серьезные разрушения зафиксированы также в Днепропетровской области, где спасатели проводили поисковые работы и эвакуировали людей из-под обломков зданий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может продолжить атаки и в последующие дни. Удары последовали на фоне взаимных обвинений Москвы и Киева в атаках на гражданские объекты и продолжающегося вооруженного конфликта. В Нью-Дели произошел один из самых крупных пожаров последних лет. Огонь вспыхнул в гостинице в районе Мальвия-Нагар, популярном среди студентов и молодых специалистов. По данным полиции, погибли не менее 21 человека. Спасателям удалось эвакуировать 47 человек. Еще несколько пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали, что некоторые люди пытались спастись, выпрыгивая из окон верхних этажей, когда пути эвакуации оказались отрезаны огнем и дымом. На данный момент спасены 47 человек. Число погибших составляет около от 20 до 21 человека. 7-8 пострадавших находятся в критическом состоянии. Некоторые из них доставлены в больницу МАКС, другие — в травматологический центр. Утром я шел в магазин. Сначала здесь был небольшой пожар, но затем огонь начал быстро распространяться. Когда пламя усилилось, казалось, что выбраться уже невозможно. Люди расстелили матрасы, и женщина с маленьким ребенком прыгнула на них с 3-го этажа. Она сломала ногу. На побережье Албании продолжаются протесты против строительства масштабного курортного комплекса стоимостью около 1,4 миллиарда евро, который реализует компания, связанная с инвестиционной фирмой зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Местные жители и экологические организации заявляют, что проект угрожает уникальной природной зоне с местами обитания фламинго, морских черепах и других редких видов. Мы уже почти не говорим о том, как этот проект повлияет на территорию, потому что здесь планируют построить крупные здания, большие жилые комплексы. Фактически речь идет о новом городе. На этом участке земли, который является средой обитания дикой природы на протяжении многих километров, собираются построить новый город. Заявлено 10 тысяч гостиничных номеров, но сейчас мы слышим, что их может быть еще больше. В результате охраняемой природной территории больше не останется, а дельта реки Вьоса будет полностью уничтожена. Несколько сотен протестующих уже вступили в столкновение с охраной на территории будущей застройки. Есть пострадавшие.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что проект не будет остановлен, а представители застройщика утверждают, что намерены реализовать его с соблюдением экологических требований и в интересах местных сообществ. Мы рады возможности создать объект мирового уровня и осуществить одну из крупнейших частных инвестиций в истории региона. Наш приоритет — ответственное управление проектом, улучшение состояния окружающей среды, создание рабочих мест и формирование долгосрочной ценности для местных сообществ. Мы с уважением относимся к продолжающимся общественным и институциональным процедурам и готовы продвигать проект по мере их развития. Нет никаких шансов, что эти инвестиции будут остановлены, пока я нахожусь на этом посту. В то же время я полностью открыт, как и прежде, к обсуждению проекта с любым, у кого есть вопросы или опасения. Во время общей аудиенции в Ватикане произошел небольшой инцидент. Женщина, предположительно, перелезла через ограждение на площади Святого Петра в тот момент, когда Папа Лев приветствовал верующих, проезжая на папомобиле. Сотрудники службы безопасности быстро увели ее, после чего понтифик продолжил встречу без изменений в программе. По завершении аудиенции Папа получил подарки, среди которых была футболка футбольного клуба «Реал Мадрид». А уже 6 июня понтифик отправится в свою первую зарубежную поездку по стране Евросоюза за пределами Италии. В рамках недельного визита в Испанию он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами и представителями организаций, оказывающих им помощь. Также Папа Лев выступит перед парламентом Испании и примет участие в церемонии открытия новой башни храма Саграда Фамилия. В Вашингтоне продолжается масштабная реконструкция отражающего бассейна между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона, одной из самых известных достопримечательностей столицы Соединенных Штатов. Ход работ на объекте проинспектировал министр внутренних дел Дуг Бургум, а президент Дональд Трамп заявил, что проект позволит улучшить состояние бассейна и обеспечить его стабильное наполнение водой. По размерам этот объект можно сравнить с одними из самых высоких зданий в мире, включая Empire State Building, Всемирный торговый центр и Sears Tower в Чикаго. Если представить его лежащим на боку, понадобилось бы 2 или 3 таких небоскреба, чтобы перекрыть всю его длину. Ширина бассейна составляет почти 200 футов, а общая длина — около 2500 футов. Он будет выглядеть великолепно. Это была отличная идея, которая долгое время не работала должным образом, потому что там не удавалось удерживать воду. Теперь эта проблема решена за небольшую часть прежних затрат. Мы проделали фантастическую работу, а Министерство внутренних дел сработало просто замечательно. Даг Бургум был абсолютно великолепен. Я думаю, вы будете очень гордиться этим проектом. Благодаря использованным материалам он прослужит от 50 до 100 лет без необходимости серьезного ремонта. Мы выбрали цвет, который называется «синий американского флага». Раньше все было просто серым. Это был цвет бетона и камня. Теперь это будет действительно особенное место.